Всем огромный привет! Рада вас приветствовать на моем канале Кэти Амигуруми. Да, я немножечко сократила название канала. Раньше у меня было название «Уютный мир игрушек Амигуруми». Сейчас я его сократила на Кэти Амигуруми и через прочерк Крикун Екатерина. Немножечко сделала его более простым, чтобы без всяких супер названий. Фамилия, имя и мой никнейм, который можно найти везде, в любых соцплощадках. Можно найти меня по нику Кэти Амигуруми. Единственное, что с Инстаграмом немножечко были у меня проблемы. С весны мой канал заблокировали. Ну, в смысле, мою страничку в Инстаграме заблокировали из-за нарушения авторских прав. Это на Чебурашку. Я уже неоднократно повторялась. Это добрые люди, вязальщицы, даже, может, с других стран, просто 3 раза подряд сделали, в общем, запрос на авторское нарушение, на обычные фотографии, даже где есть пост, где я не продаю эти игрушки, просто фотография. Я себе создала страничку новую, Кэти Амигуруми, только вместо нижнего подчеркивания у меня точка. В целом, туда не особо часто захожу, но какие-то работы я выставляю. Поэтому, кто еще сидит в Инстаграме, присоединяйтесь, будем в одной кучке. Так, ну давайте я начну, наверное, с приятного. С прошлого вязовлога, точнее, как закончился мой прошлый вязовлог, мне пришел заказ. А мне нужно связать 20 плюшевых мишек, оттенок белый полностью. И примерно с числа 17-18 я начала уже вязать. У меня было несколько оттенков белой пряжи, потом пока она пришла, потом пока я извязала. Сейчас на данный момент в наличии у меня 16 мишек уже. На сегодняшнее число 29, сейчас я посмотрю. Сегодня уже оказывается 30 число. Ну, в целом, в общем, 2 недели я вязала мишек. Мне осталось довязать чуть-чуть, есть еще и в процессе. Думаю, успеть за 3 дня уже довязать всех мишек и отправить. Так что мой муж наконец-то ушел с отпуска на работу. Я теперь одна, ребенок в садике, второй ребенок в школе, поэтому можно немножечко расслабиться, точнее, никому не нужно готовить кушать, ни на кого не нужно отвлекаться, можно полностью работать. И вот наконец-то я начала снимать вязовлог. Первое подключение спустя 2 недели. И сейчас вам покажу, над какими мишками я работала. Это обычные классические мишки. Что подразумевает в себя классика в моем понятии? Это те мишки, которые просто свободные, в легком, никаких сложных схем в этих игрушках нету утяжек, нету каких-то сложных увязываний. Ну, единственное, что я вывязывала по пути хвостик, но я не думаю, что это такая сложность сделать шишечку. Вот мишка ростом 25-26 сантиметров, просили, чтобы они были в этом размере. Глазки здесь на безопасном креплении, обычные черненькие. Носик у меня на клеевой основе, потому что у меня не было в наличии носиков, которые на безопасном креплении, были в наличии только такие вот. Но благодаря хорошему клею, ну точнее он уже давно, я раньше пользовалась им, когда занималась полимерной глиной, вот момент кристалл начал очень сильно портиться в последнее время, и пришлось искать ему замену. И я сейчас пользуюсь вот этим вот клеем B700. Им пользуются многие мастера, которые занимаются починками телефонов. Он настолько крепкий, но с ним нужно будет аккуратно, потому что он быстро засыхает. Здесь есть специальная пимпочка, не как в обычных клеях, вот, чтобы меньше попадал туда воздух. И получается, нужно очень хорошо за этим следить. Надолго его не оставлять открытым, тогда он прослужит вам долго. Заказывала я его на Валбересе. Вы можете просто набрать клей B7000, не 700, 7000, и он там вам выдаст много ссылок. Заказывала я его в размере 120 рублей. То есть это нормальная цена для такого хорошего клея. Так, дальше. Что у нас по поводу мишек? Ну, в целом, мишка простой, обычный. Прицепила бирочки хэндмей обычные. И уже буду отправлять. Вязала я его из пряжи Воланс.
обычный толстый плюш. А другую пряжу я не использовала для этих мишек. Сейчас объясню почему. Так, использовала я Воланс. Уже вот столько вот моточков у меня извязано. Я решила в этом году по максимуму собрать всю информацию, которая меня тревожит в конце года, когда мы подводим итоги, сколько пряжи извязала, сколько игрушек связалась. В общем, хочется для своего интереса посмотреть, сколько всего же будет, потому что до этого я не вела счета, ну как бы пыталась, но постоянно забывала, либо уже пропускала эти моменты. Но в этом году хочется конкретно посчитать и сложить, сколько же я моточков пряжи извязала за год. Так, у меня было 2 упаковки в наличии. Белая пряжа из Воланса и белая пряжа из Lady Yarn Baby Soft Kids. Вот. Когда у меня закончилась белая пряжа, это был вечер, я сидела под обычной лампой и решила достать, довязать игрушки. Но я вообще не могла никак представить, что белую пряжу можно так испоганить и что она так будет отличаться. Вот, здесь видно, что она такая кремовая, бежевая, и видно, что у меня отсвечивает немножечко. В общем, морда белая, ушки белые и макушка мишки белая. Это кусочки я довязывала пряжей белой. В общем, у меня закончилась пряжа, моточки все, потому что на одного медведя у меня уходит 1 моток. Но с одного моточка иногда остаются небольшие кусочки, я вот решила им довязать, потому что с Lady Yarn у меня не хватило на моток, и я думаю, ну ладно, есть кусочки белые, я довяжу. Я не могла подумать, что такая вот косячная подстава у меня будет. Утром уже заметила, потому что я вязала в тот день по максимуму, тот вечер, ночь, и я связала раз мишку, 2 мишку, ну, единственное, что не оформила, и 1 мишка лежит у меня в пакетике, ему надо довязать только голову. Потратила целый вечер, целую ночь на вязание мишек, и в итоге эти мишки остаются у меня, потому что заказали цельный, заказали цвет белый, но это никуда не подходит. С этим, ну, болванки-то хорошие, цвета, в принципе, может быть, кому-то и подойдет, кремовый такой бежевый, их можно доделать. Можно связать зайчика, я этими игрушками обязательно займусь, что-нибудь сделаю. Так просто не лежать у меня не будет. И перевяжу вот это вот тоже медведя, либо, может, зайчиков сделаю. В общем, посмотрим. К тому, что будьте аккуратны, когда выбираете пряжу, и смотрите внимательно на оттенки, потому что белый белым цветом, но в последнее время большие косяки идут с пряжей. То оттенки не те, то холодный, то теплый. И черный цвет тоже смотрите внимательно, то синий отлив, то желтый какой-то. В общем, нужно быть внимательны, чтобы потом не было такой печальной истории, как у меня, особенно если вы любите вязать вечерами. Вот. Так что считайте, 3 моточка эти тоже у меня извязаны, там я довяжу их, и это тоже пойдут уже в счет игрушек. Так что дальше у меня какие новости? У меня на февраль было записано пару заказиков. Я начала, ну, буквально выделяя несколько времени после мишек, когда немножечко хочется отдохнуться, мне заказали 2 беззубиков маленьких. Мастер-класс это бесплатный на беззубиков. Все мастер-классы, которые есть в этом видео, которые есть у меня по ссылкам, я оставлю внизу под видео. Я буквально вчера только начала, за вечер связала 2 ручки, но в целом хочется уже в начале также февраля отправить заказик. На заказ уже был предзаказ, точнее денежку я уже получила, и надо быстренько связать. И по поводу тоже черной пряжи Yarnart, как-то получила палитру, ну, видно, что новая палитра, и эта пряжа отличается от старой, она тонкая. В общем, черная пряжа стала тоньше и очень некомфортно вязать крючком, и игрушки от этого получается немного меньше и не так комфортно вяжется. Ну, в целом, может быть, мне так вяжется, в целом вяжу как бы нормально, но некомфортно мне. Поменялась структура ниточки, она стала тоньше, такая расхлябленная, и весть
Вся упаковка такая. Я заказала 5 штучек в упаковке. Вся упаковка такая вот не очень. Ну, надо ее и связывать, чтобы не собирать. Сегодня буду уже отключаться. Это первое мое подключение. Надеюсь, будет еще что показать. По поводу сейчас. Так, в прошлом вязовлоге я в конце видео спрашивала, как вы думаете, кто это будет за персонаж. Один человечек отгадал, это будет розовая пантера. Тоже мастер-класс продвигается немножечко медленно, потому что как заказы вяжутся в первую очередь. И я немножечко уже продвинула. Но в целом схемка-то одинаковая, здесь ничего сложного нету. Главное дойти до ума, довязать и просто оформить. В целом у меня уже готовы ручки и длинный хвостик. Так что мастер-класс будет, и не переживайте, он будет. Будет в коллекции у нас розовая пантера. Так, ну, на сегодня, надеюсь, все. Надеюсь, все, что хотела, я вам сказала. Если что-то вспомню, уже скажу в следующем вязовлоге. Вот. Так что всем пока. В следующем подключении. До следующего подключения. Всем привет. Новое подключение. Я наконец-то довязала заказ на 20 мишек. Вот последняя у меня мишутка. Сейчас в компании ему составлю, чтобы было все поровну по пакетикам. И заказала пакеты почтовые, искала самый большой, боялась, что 20 мишек не поместится в пакет, который, по-моему, 60 на 50, что ли. Ну, в общем, он казался маленьким, и искала на Валбрисе большой пакет, и это 75 на 75. И он настолько огромный, что, мне кажется, здесь метр на метр, можно самим укрываться. Вот, ну сюда уже точно все поместится. Так что, кому нужны будут большие пакеты, оставлю ссылочку, либо напишу сверх экрана артикул, чтобы можно было найти. Я покупала сразу 10 штучек, и цена получается 55 рублей за один пакет. То есть это очень хорошая цена для такого огромного, потому что большие пакеты я покупала и дороже, и меньше размером. Так что буду все упаковывать. Пойду на почту. И надеюсь, я еще раз подключусь к вам, потому что у меня сел телефон, как раз таки подходящий момент. У меня впереди еще 2 заказа. Один сейчас я буду вязать 2 беззубиков, я уже начала. Второй заказ нужно уточнить у девушки, в силе он или нет, потому что заказ был записан тоже на февраль. Где-то за 2 недели до этого мы записывались, надо уточнить. И пока я ждала, пока зародится телефон, успела связать маленький брелочек, пандочку. Сейчас фокус не ловит. Пандочку. Спасибо за покупку. Я увидела на ютубе, кто-то шорт снимал, и там такой вот шарик в виде пандочки был, мне очень понравился. И вот бантик ему прицепила, тоже связала его, и получился такой милый брелочек за благодарность за заказ. Вот. Все. Точно собираюсь. Пошла на почту. До следующего подключения. Всем привет! Новое подключение. Вернулась с Валберса. Забрала новую упаковку белой пряжи Воланса. Она более такая мягкая, потому что предыдущая партия была жеваная. Я ее так называю, жеваная. Много уходит расхода на нее. Пришлось перезаказать, и эта партия пришла более мягкой. И как раз таки одного моточка в целом хватает на одного мишки. Вот, я уже медведя одного связала. Я одного медведя уже связала, немножечко отвлекли меня, и у меня еще остался вот такой вот моток. Хватит на мордочку в целом, ну, на ушки можно взять с другого моточка. Самое главное, что хватает на полноценного медведя. Вот. Сходила на Валберес и забрала еще свои маленькие открыточки свои. Немножечко уже
а точнее потихоньку уже собираюсь к Новому году, готовлюсь, точнее закупаю новые открытки. Некоторые новогодние открытки закупила на следующий год. Сейчас они идут по акции. Отсвечивает от лампы. В целом такие вот веселые открыточки. Очень прикольно. Некоторые приходят в коробочках, некоторые в пакетиках. Здесь у меня осенние открытки. На осень тоже нашла по акции. И такие коричневые, бежевые оттенки. Ну, хорошо будут смотреться с фотографиями осенними. Где-то здесь есть вот мишка. Тоже прикольные открытки. И для фотосессии, и для подарка в групп заказы ложить. Тоже очень нравится. И заказала еще новогодние. А вот эти открытки я заказала за 33 рубля. Чисто случайно как-то наткнулась. 33 рубля. А сейчас эти открытки стоят уже за 200. Здесь в целом 15 штучек с дракончиками разные. И 15 штучек новогодняя тематика. Ну, в заказе можно такие ложить, начиная уже с ноября месяца. А если будут заказы, то в ноябре месяце можно ложить еще вот такие вот новогодние открыточки с динозавриком. И плюс какую-нибудь новогоднюю. А уже ближе, например, к самому Новому году уже закупаться змейками. Открытки со змейками. Ну, в целом, кушать они не просят. Вязать я бросать точно не собираюсь в ближайшее время, в ближайшие года. Поэтому вот потихонечку начинаю закупаться. И самое главное, купила новые бирочки себе. Маленькие открыточки в виде сердечек нашла. Сейчас я вам покажу. Вот так вот просто с любовью. И акварельный рисунок. Ну, в тематике такой. Цветочек с любовью. У меня бирки уже вот эти вот заканчиваются. Я их заказывала на Алиэкспресс еще, Handmade. И заказывал 100 штучек. Здесь уже чуть-чуть осталось. Вот обычные. А вот эти я заказала также на Wildberries. Их тут 250 аж штучек. И думаю, мне хватит. И цена вышла за 350 рублей. 250 штучек. Ну, грубо говоря, рубль 400. Ой, рубль 400. Рубль 40 стоит одна бирочка. Там есть разные сердечки. Кому надо, я оставлю артикул. Хотя вот здесь вот можно артикул посмотреть и набрать. Потому что ссылочки на, я так понимаю, на такие вещи не кликабельные. Поэтому здесь уже вписывайте код. Вот. По мелочи такие покупочки. Здесь у меня такие небольшие остатки. Всякие открытки. Вот это вот все, что у меня осталось. Бирочки большие тоже покупала 100 штук. Есть наклеечки Hello Kitty. Также ложу в подарочки зверятам. Всякие разные. А это я еще в прошлом году заказывала тоже новогодние открытки. Так и забыла про них и никуда не выкладывала. Вот. Посмотрим. По поводу Вайлдберриса. Насчет Вайлдберриса, боже мой. Насчет Озона. Пока я закрыла, убрала весь товар. Точнее, у меня его нет в наличии. На Озоне я пока не продаю ничего. Может быть, в дальнейшем я успею навязать игрушек, если не будет оптовых заказов, то в плане вернуться на Озон у меня галочка стоит, пункт выполнения. Так, пока там все пусто. Статистику портить в Озоне не хочу, точнее, и забрасывать не хочу этот магазин, потому что у меня хорошие показатели. Хорошая статистика по отзывам, поэтому в дальнейшем я работать с ним буду. Вот. Что еще хотела сказать? Ну, в целом пока все. Такое маленькое подключение вечернее. Показать небольшие покупки. И все. Так что до следующего подключения. Пока.
Всем привет! Подключаюсь с рабочего стола, смотрю Гарри Поттера. И недавно я говорила, что пока Озон я убрала все игрушки, но что-то недавно пересмотрела свои возможности, свои хотения и все-таки решила оставить на Озоне несколько позиций. Это Беззубика, белую и черную фурию, набор погремушка и грызунок и буковые колечки. В общем, всего 5 позиций пока на данный момент у меня есть на Озоне в магазине. И вот буквально выставила, вечером уже пришел заказ на Беззубика. Вот вяжу, сегодня будет отправка, сегодня суббота. И это получается, что я взяла детальки из того Беззубика, который я вязала для заказа 2 штучек. В общем, сегодня суббота будет у меня продуктивная. Нужно успеть еще связать 2 Беззубиков, чтобы завтра их отправить. Вот. Немножечко расширилась, поставила себе большой стол, чтобы у меня все помещалось, чтобы у меня было все на расстоянии вытянутой руки, чтобы никуда руки не вытягивать. Вот. Еще как-то спрашивали, какой принтер я использую. Я уже неоднократно говорила. Это X-принтер, по-моему, 365. На Озоне я его покупала за 4000. Ну, в целом сейчас можно найти его за 4300. Меня он во всем устраивает, легкий в настройках. В общем, очень удобный. Вот. Связала себе новую игольницу. Была старенькая, обычная тыковка с утяжками. Снизу ничего не оформляла, потому что как бы для себя, для дома. Вот. В общем, здесь такой у меня творческий беспорядок. Подготовила пряжу для следующего заказа. А пока сейчас занимаюсь беззубиками. Сегодня, повторяю, сегодня суббота. Ну, надеюсь, я довяжу. Подключусь еще вечером, подведу итоги. И в воскресенье вы уже посмотрите этот вязовлог. Все, пока на этом все. До следующего подключения. Я довязала беззубика для Озона. Сейчас я его упаковываю. Фокус ловит, отсвечивает. Непонятно. В общем, подготовила коробочку. Всякие открыточки, наклеечки. И уже надо относить. С часу до 5 у меня тайминг. Я отношу. Все, и пойду вязать еще 2 штучки до вечера. Это мастер-класс бесплатный. Ссылочку на мастер-класс я оставлю. Игрушки по одной схеме. Схемка у всех одинаковая. Голова, ручки, ножки. Единственное, меняется оформление. Так что у меня таких малышей много. Проходите, вяжите. Схемки простые. Справятся новички. Единственное, что вам нужно знать, это что такое КА, убавка-прибавка, СБН, столбики с накидом. Ну, в целом, сокращение для вязания. Уже 6 часов вечера, и мой энтузиазм немножечко куда-то делся. Я начала вязать тело, пока только одно. У меня уже связано 2 головы, но голова одна была связана, я просто их набила, вторую довязала. Качество съемки не очень, вечер, и получается фокус вообще не ловит. Связала 2 хвостика, и тут у меня 2 пары ручек. И все. Я, наверное, еще часика 2 повяжу, но навряд ли я сегодня их свяжу, и навряд ли они попадут в сегодняшний, ну, в этот вязовлог. Так что, скорее всего, вы увидите их уже в новом вязовлоге, готовенькие и готовы уже к отправке. У меня, как всегда, не ловит фокус. Так, ну, все, что я смогла из себя выжить на сегодняшний вечер. У меня связался беззубик. Я его уже оформила. Пришила ручки, пришила голову ему. Вот так он у меня выглядит без оформления. Оформила 2 хвостика. Надо будет ниточки спрятать. И все. Планировала связать сегодня, но силы меня покинули. Поэтому вязать буду завтра. Довязывать и отправлять. Все. Заказчице тоже завтра утром напишу. В целом, что уже в понедельник смогу отправить заказ. И что хочу получить остальную часть денежных средств.
Вот. Так что на этом этапе я буду с вами прощаться. Если вам понравился вязовлог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, если они есть. Если нет, то можно что-нибудь спросить, что-то другое. В общем, всем пока-пока. До следующего вязовлога. Да, у меня жена там видео записывала.